Привет, мальчики и девочки! Вы на канале Фиалковый Медведь. Добро пожаловать! Всем доброе утро. Мой кофе еще полный, значит, я еще не проснулась. Но хотела уже вам записать утреннее приветствие и сказать, что мы сегодня с вами поедем на Манхэттен, город. И мой стандартный план — это кофе, пряжа, книжный магазин. Повяжем в поезде и, может быть, встретимся с подружкой, посмотрим. По книжному магазину у меня цель не купить ничего. А по пряжному магазину у меня цель купить моток самой весенней пряжи для, возможно, носочков. Да, я вижу это как какой-то зелено-розовый какой-то такой, ну, вы знаете, такой весенний-весенние цвета. Но посмотрим. И на карте это выглядит вот так. Мы приедем на Гранд Централ и пойдем на Upper East Side. Это, если сверху смотреть по карте, справа от Централ Парка. Ребят, я приехала на Манхэттен и как вышла из поезда, на секунду подумала, что я просто в аду, а потом поняла, что я забыла включить noise cancellation на наушниках. Включила и все заиграло замечательно. Погода прекрасная. Встречаюсь с подружкой. Идем пить кофе, как и планировали. Вот недавно рассказывала своей подружке о том, что в книжных магазинах не принято сейчас, маленьких особенно, пользоваться телефоном, потому что люди не покупают книги, и они просто делают фотографию книги, чтобы заказать это потом в интернете дешевле. И книжные магазины это бесит, и могут прям сделать замечания. Но вот в этом книжном прямо на двери объявление было о том, что не пользуйтесь телефонами. И вот мы наконец-то дошли до магазина, и давайте посмотрим на пряжу. Вот это была самая недорогая, но мне не понравилась она на ощупь. Абсолютный рекордсмен по цене в составе 100% шерсть мериноса. Самая прикольная, на мой вкус, была вот эта серия с добавлением люрекса. И уже на кассе зависла на витрине с маркерами и не ушла без покупки. В общем, меня все равно победил рационализм максимально, насколько это можно было. И я взяла пряжу, которая была достаточно выгодная, потому что она идет за 200 грамм. И было много прикольной разной пряжи, но она стоит безумия, конечно. Я покажу вам на видео. Была пряжа тематическая по Нью-Йорку, вот, но мне не понравилось, в принципе, на ощупь ее ни качество особо. И, такая совсем уж игрушка. Кстати, ребят, я снимаю вот так вот в наглую, влогствую в наглую на улицах впервые вообще. И прикольно, что, я это и так знала, что людям вообще без разницы, чем ты занимаешься. Вот, пока ты конечно, не вторгаешься в их личное пространство. Вот, но это очень, очень забавный эксперимент. Не эксперимент, а такой опыт в моей жизни.
Теперь мы заглянем в Barnes Nobles. Это мой любимый книжный магазин в Нью-Йорке. Эта книга в рамках книжной рассылки у меня уже стоит на полке. Буду читать. Давно нахожусь в поисках классного издания «Унесенных ветром», но это явно не оно. Вы знаете, прикольно. Это «Алиса в стране чудес». Посмотрите, какая толстая. Да. А вот это «Война и мир». Тоньше, чем «Алиса в стране чудес». У нас продаются вот эти вот книги даже не в книжном магазине, настолько они популярны сейчас. Я уже второй раз в Гранд Централе за сегодня. Я устала, прошла 12 тысяч шагов, но в планах еще один Barnes Nobles. И хочу посидеть в своем любимом парке. Погнали! Barnes Nobles – это самый крупный сетевой магазин у нас. Такие красивые коробочки продаются с художником Уильямом Моррисом, но это под украшение. Если как бы чуть-чуть больше, то я бы себе взяла, наверное, под рукоделие. Очень классная, но маленькая. Здесь написано «Подарки для читающих». Что, по их мнению, любят читающие? Странные подсвечники, искусственные зайцы, гирлянды со стеклянными зайцами. Да, вот так вот все читающие любят такие штуки. Я брала себе в Barnes Nobles кружечку, вот подобную, такую дорогущую. Она у меня тоже с книжками, и она у меня вытерлась просто за буквально неделю-две. Поэтому я обиделась, и кружечки, хотя вот это красивое, но нет, больше не буду брать. Обиделась. Кстати, к цене можете прибавлять 11% на налог. Вот эти коузи романы, тоже уютные романы, они были везде, гремели. Вот сейчас валяются со скидкой 50%. Моя любимейшая просто серия эксклюзивов Barnes Nobles. Очень красивое издание, и я думаю, в этот раз я, наверное, не удержусь и возьму вот эту вот книжку. Я давно на нее засматриваюсь. Для моей пупсы. Будем читать с ней. Смотрите, вам покажу. Возьму сама в индивидуально. Это специальный витринный образец, чтобы ну, уж точно у вас вот такая вот золотое сечение. Срез. Вот. Офигенные просто иллюстрации. Вот. Секрет в том, что я хотела взять себе, но я думаю, ну как бы я-то не ребенок. А теперь у меня есть, в общем-то... Вы понимаете, да, зачем мне ребенок, да? Чтобы без зазрения совести перечитывать детские книжки. И еще одна моя любовь, это классика. Вот в этой серии они выглядят, ну, на мой вкус, просто очень красиво. Вот. И они очень экономичные, они недорогие. Вот. Одна из прям, если бы я классику собирала, то я бы собирала ее точно вот в этой серии. Она прекрасна. Анна Каренина, вот. Почему-то смешно стало, захотелось вам показать. Это у нас flat круассан. Плоский круассан. Ответочка Франции. Ребят, короче, прошла мимо парка. Но, похоже, посиделки в парке отменяются, потому что я устала. Капец. Я посмотрю в конце дня, сколько у меня будет шагов. Мне кажется, там будет, наверное, 15-16 тысяч. Делаем ставки. Короче, пью бобу-ти, подкрепляюсь чуть-чуть энергией и вперед на поезд ехать больше часа. Может быть, что-нибудь еще сниму по дороге, но уже все, уже солнышко почти село. Кстати, интересно, что в книжные магазины некоторые с телефонами нельзя, а с напитками и едой, пожалуйста, сколько хочешь. А пока в этом финишируем нашу прогулку с 17 тысячами шагами. Я буквально еле-еле иду.
Итак, вчера мы с вами провели вылазку на Манхэттен. Я не могу ходить сегодня. Это... О, я смотрю, извините, я не смотрю в камеру, потому что я смотрю на дерущихся белок на улице. Вы уже видели эти прекрасные кадры из магазина пряжи в центре Манхэттена. Конечно, это отдельный вид удовольствия, отдельное комеди-шоу сходить в один из таких магазинов, потому что, конечно, соотношение цены и качества предлагаемого там это смех. Я вам упомянула в коротком прогулочном видео о том, что там было много всяких классов. Пока я ходила по магазину, я видела 3 маленькие группки, где учили вязание. Я не знаю точно, естественно, что они там, чему конкретно они там учились, но там сидела одна девочка, которая рассказывала, что делать, лектор, и 2-3 девочки вокруг нее. Я пока ходила вокруг них, смотрела на пряжу, я, естественно, слышала, до меня доносились эти разговоры, ну, я, в общем-то, грела уши, мне было любопытно, и мне было немножко, не по себе. Я чуть-чуть ловила немножко такие кринжовые ощущения, потому что точно знаю, что это такие дорогие классы. То есть я потом посмотрела, в принципе, от 100 до $300 за один класс. Один класс — это от часу до 3 часов. До меня просто доносились разговоры с этих мастер-классов, и это что-то очень такое неэнергичное, вялое, что-то, ну что, как вы думаете, как вот у вас вяжется, не вяжется? Вот как-то вот... У меня просто был опыт мастер-класса по лепке из глины. Это было свидание, типа для пары, и не было там никакого свидания, атмосферы свидания не было. Ну, ладно, из атмосферы свидания было то, что мы влюблены в друг друга с мужем, мы взяли бутылку вина. Ну, и нам было весело, мы там что-то лепили, что-то, но никто нам ничего не дал, никакой атмосферы, никаких, не знаю, декораций, я не знаю, ну, то есть приглушенный свет, какая-то музычка, я не знаю. Ну, просто мы пришли в студию, и к нам подошел инструктор и сказал: ну что, на каком вы уровне? Мы такие: на нулевом, -1, вообще никогда не лепили. Она такая: ну вот вам берите здесь кусок глины, вот здесь вот помесите его, и вот что-то, вот у тебя получается, у тебя нет, ха-ха-ха. И все, ну примерно вот так. Вот. Ну, и он такой: ну, если что, вопросы спрашивайте. Ну, то есть это не свидание, да, за которое ты там отдаешь какие-то баснословные деньги. Вот. Поэтому я решила так подгреть уши чуть-чуть, чтобы понять, это вот то же самое будет или все-таки это что-то, какая-то полезность. И я поняла, что это все-таки, наверное, будет то же самое. Единственное, что в порядке просто эксперимента, когда-нибудь я, наверное, схожу, но я хочу кого-нибудь затащить туда, я не хочу идти туда одна, какой-нибудь, вот если я познакомлюсь с какой-нибудь девочкой, которая интересуется вязанием, то я вам сделаю влог из вот этого вот мастер-класса. Последнее, что мне прям очень хорошо запомнилось, такой звенящей пустотой в голове, это преподаватель говорит: смотрите, я вам вроде все сказала, у нас еще больше часа времени, с учетом того, что мастер-класс, в принципе, там 2 часа максимум длится, час обычно на практику. Если есть какие-то вопросы, не знаю, если что-то хотите поговорить о чем-то, то давайте. И 2 девочки такие, просто в таком молчании, в таком сконфуженные, такие: да, наверное, нет. Но о чем они могут спросить 2 девочки, которые не умеют вязать, которые пришли первый раз? Вот, то есть, простите, буду бубнящей букой, но, по-моему, за какие-то... Да, ладно, оставим деньги, да, просто если ты организовываешь мастер-класс, то, наверное, организовывай его как-то гармонично, чтобы какой-то неловкости, ощущения не было. Вот, если ты выдал весь материал, разбавляй его, я не знаю, какой-то болтовнёй, чем-то. Но когда вот это вот максимальное ощущение неловкости, ты сидишь, ничего не умеешь, не знаешь, что спросить, и, я, в общем, да, это вот примерно у нас уровень Манхэттена, уровень подачи информации. Посплетничали и хватит.
позлословили и хватит. Типа, можешь лучше, делай сама, да? Вот. Поэтому я вам что хочу сказать. У меня была цель, я вам ее озвучила с утра, по-моему, что я хочу купить моток весенней пряжи. Вот самой весенней расцветки, и, в принципе, видите уже кусок. Я взяла вот такой в итоге. Мне кажется, это просто вот весенняя весна. Здесь, по-моему, и вот солнышко пробивает. Здесь и травка растет, и ручеек. Таял лед, и он пробился. И вот эти вот розовые, это как цветочки зацвели какие-то. Ну, просто вот все о весне. Забавно то, что я не... В общем, вот эта пряжа, я ее первый раз увидела, вязальный блогер в Америке. И она ужасно чехвостила эту пряжу, в плане, она говорила, что это самая дорогая пряжа, то есть у нее все так называлось, что это самая дорогая пряжа, которая вообще, это недопустимо. И я ее смотрю, она там вот в низах где-то лежит, и я такая, думаю, ну, понятно, по каким причинам, и, наверное, вообще просто цена хамская, никто не берет. Вот, и я беру моток и смотрю, что цена-то действительно капец, $45, с учетом того, что самое дорогое я видела 35, да, $35 за моток, вот, а тут за моток 45, я думаю, жесть, ну, конечно, это сильно, пока я не вижу, что это за 200 грамм. То есть стандартный моток, как вы, наверное, знаете, 100 грамм, а здесь 200 грамм за 45. По моим ощущениям, она какая-то очень вручную сделанная. Вот, ощущение, что прям вот не на машинке, а прям ее руками плели, она такая не совсем однородная. Я придумала сделать из нее то, что давно хотела, просилась, я это искала в магазинах, но я думаю, почему бы сама не сделать? Это сумку для проектов, которую можно таскать с собой. Как бы хорошо бы сейчас начать, но пока я занята на других проектах, вяжу и плечевое изделие, и носочки у меня еще, двое на спицах и одни в мыслях. Вот, поэтому, ну, очень хочется, может быть и начну. У меня еще одно плечевое изделие в процессе. Просто, видите, такую вину на моем лице, потому что для меня это очень новинка. Я всегда вязала один проект за раз. Буквально только в этом году я себе разрешила начинать много разных проектов. У меня нет желания вот максимально на скорость вязать и показать, я не знаю, самую... О, боже! Это голубой дятел. Не улетай. Дорогой дневник, мне не передать боли и унижения, сказала голубая сойка. Ребят, я здесь ошиблась, это голубая сойка, а не дятел. Называется голубой дятел. Вот они прилетели. Извините, ребят, я человек простой, вижу красивую птичку, снимаю 5-минутное видео, отправляю мужу. Ах да, будем вот из этой вот самой дорогой пряжи в Америке вязать сумку проектную. Вот, неправда, в общем, это. Увидите информацию, что Нора японская пряжа, это что-то самое дорогое в Америке. Нет, все прекрасно с японской пряжей в Америке, обычная цена. Вот самая дорогая пряжа в Америке – это американская пряжа, та, которая выращена из американских овечек и которую продают обычные фермеры на своих фермах. Вот это вот самая дорогая пряжа. Вот там ценник просто может улететь в небеса. Так, что я вам еще хочу показать. Я взяла также вот такие вот маркеры. Тогда вам здесь один уже, потому что один у меня в работе. Ну, как в работе? Как я использую маркер? Для красоты, для декорации. Вот у меня тут ниточка запуталась. Вот, то есть он просто вот так у меня висит на носочке. Подходящий по цвету, если то вообще прелесть. Вот, и вот так он у меня... Повернись, покажи свое лицо. И вот так он у меня висит. Вот такая вот. Просто аксессуар. Я понимаю, что это, глупость. Но мне нравится просто эстетично. Еще эти маркеры, вот когда их два, я так понимаю, что их используют для отмечания прогресса. Если ты хочешь засечь, сколько ты связал за час, за дорогу, за день, ты отмечаешь одним маркером начало вязания, да, и второй маркер тебе, опять же, не нужен особо. Ну, в общем, ты в итоге смотришь, сколько ты связал. Вот я связала вчера за посиделки в кафе.
Зачем мне эта информация? Вообще не зачем. Вообще она мне не нужна. Ну, забавно. Ну, мне просто, говорю, нравится для эстетики, как это вот все вот бринчит, выглядит. Это мило, просто мило. Вот, соответственно, я взяла эти маркеры на тему Нью-Йорка. Это у нас нью-йоркское такси, а это у нас Big Apple, яблочко, означающее Нью-Йорк. Вот такие у нас покупки с Манхэттена. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите какой-нибудь комментарий, если вам было интересно. И до новых встреч. Всего хорошего.